И всем здорово, уважаемые товарищи, с вами снова GreenBro, и в этом видео я для вас приготовил топ из самых ужасных, отвратительных, мерзких Android игр в истории человечества. Мне пришлось с головой погрузиться в каловые массы, которые находятся на самом дне Play Market. Надеюсь на ваш лайк и комментарий для помощи в продвижении этого видео. Я нарочно не оставлю в описании ссылки на игры, чтобы не травмировать вас. Но ссылка на мой Discord сервер там все же будет. И что ж, погнали! На пятом месте у нас игра Hand and Gun Simulator. В этом продукте вам придется управлять неуправляемыми руками человека с явными симптомами частичного паралича, брать различные предметы, а также оружие и убивать из него врагов. Разработчики заявляют о том, что эта игра очень реалистична и обладает крутым управлением и физикой. Это звучит как самая настоящая самоирония, ведь для того, чтобы освоить это управление, которое вообще не всегда работает так, как задумывалось, нужно иметь титановые нервы и квинквартригентиллион часов времени. Про рекламу я вообще молчу. На четвертое место я разместил реально дерьмовую игру под названием Poop Flinger, что переводится как говнометатель. What the fuck is this? В этой игре вам предстоит играть за обезьяну, надо полагать, которая сидит в зоопарке и швыряет каловые массы в ни в чем не повинных белых людей. Фондю. На третьем месте расположилась игра под названием «Офигеть как неожиданно! Худшая игра в мире». Шайзе, что же будет дальше? В описании игры в Play Market написано коротко и ясно. Плохая игра. Окей. В этой игре вам предстоит управлять ущербно нарисованным за 2,5 секунды человечком, и с помощью всратых кнопок нужно избивать людей с другим цветом кожи. Расист! Расист! Так, нужно прекращать так шутить, а то YouTube еще забанит. Рекламы в этой игре чуть больше, чем до хера. Знаете, что самое угарное? Угадайте, какая оценка у этого в Play Market? 2, 1,5, 1, 0? Нет, блин, 4,5. Ой, какая же это все хуйня! Какой смысл? Второе место. Советую брать от экранов особо впечатлительных людей младше 666 лет, а также инвалидов, беременных женщин, мужчин, собак, а особенно геймдизайнеров и лингвистов. Я предупреждал. Игра называется «Страшная бабуля ужастик губка побег дедушка игра». Блять, какая-то хуйня! Это вы еще описание не видели. Террор, трюк, спотыкается, страх, злой, отруби, странный звуковой эффект. Ужасает ужасный бранни-роуминг в доме и краткое изложение ударов палками. Чего, блять? Маска, незаметность, свободно дрочка, инкогнито, срать в подъезде, неузнаваемая личность. Ну что это, блядь? Ой, это уже не то, но я уверен, вы разницы особо не заметили. Мне кажется, что даже самый умственно отсталый автоматический переводчик, который работает исключительно с китайского на узбекский, выдаст и то более внятный русский текст. А теперь о игре. Прошлая игра под названием «Худшая игра в мире» была рофлом. Это же, в свою очередь, серьезный проект. Управление, графика, физика, сюжет – все это как будто извлечено из жопы бабуина. Хотя, казалось бы, игра разрабатывалась людьми для людей. Из себя она представляет ужасную порнопародию на некогда популярную игру Гренни, где целью является свалить из запертой хаты и не попасться на глаза умалишенной пенсионерке, которая поставила себе цель... Блять, я тебя захуярил. Вот мы и дошли до первого места. И тут вас ждет сюрприз. Raid Shadow, ладно, я пошутил. Пару недель назад я запилил пост в сообществе, где спросил у вас,
Какая игра, по вашему мнению, является самой худшей? Большинство ответов было Бравл Старс и немного меньше Standoff 2. Я, конечно же, уважаю ваше мнение, но тем не менее смею не согласиться. Бравл Старс и Standoff не являются самыми плохими, ведь камон, разве будут в самые плохие игры играть ежедневно сотни тысяч игроков в случае со Standoff и десятки миллионов в случае с Бравл Старс? Я думаю, что нет. Но в принципе это легко проверить. Такс, давайте просто запустим в Play Market поиск со словом говно. Ну ладно, окей. И что ж, дорогие мои, всем спасибо, а именно тебе особенно, за то, что досмотрел это видео до конца. Надеюсь, тебе все понравилось, и ты захочешь скинуть этот видос своему другу, чтобы он тоже поржал, и на ролике стало на один просмотр больше. Жду ваших комментариев, и еще увидимся.